Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры YouTube канала, сегодня у нас очередной обзор новостей. К сожалению, регулярные обзоры новостей делать не получается из-за большого объема другой работы. Но, как говорил Владимир Ильич Ленин, лучше меньше да лучше. Я этого принципа тоже придерживаюсь. Пусть это будет качественный, глубокий разбор, чем это будет нечто поверхностное, сиюминутное и совершенно без контекста. Такого и так достаточно много в российском интернете. Такой мусорной информации о Китае вы легко найдете и без меня. Ну, а перед тем, как говорить о новостях Китая, их было очень много. Хочу вам напомнить о том, что мы начали работу по записи аудиокниги. Я сам начитываю текст из книги «Китайская власть». И если вы хотите иметь онлайн доступ к постоянно добавляющимся новым главам, то можете оформить спонсорство в YouTube 3-го уровня. А если хотите получить книгу по итогу всей работы в конце августа, начале сентября, то тоже можете оформить предзаказ. Заканчивается работа по электронной версии книги. Это будет определенного форма такой китайской Википедии, в которой будет постоянно обновляться информация о всех персоналиях, которые в книге перечислены, добавляться новые статьи, и будет отдельный новостной блок. Работа заканчивается, тоже доступ постоянный к этой базе данных, этой книги электронной версии можно оформить тоже по ссылке. Ну и второй тираж книги «Китайская власть», бумажный, он заканчивается. Книга расходится достаточно быстро. В принципе, я вижу только позитивные отзывы. Людям нравится полнота, обзор, уникальность информации. Такого реально нету ни в Китае, ни в Гонконге, ни на Западе, тем более говоря уже о России. Такой интересный внутриполитический, экономический разбор. Поэтому тоже можно ее приобрести по ссылке. Хороший подарок и для себя, и для друзей на праздник. Ну и без повода тоже можно подарить эту книгу. Ну а теперь вернемся к обзору новостей. Конечно, если наше внимание было все приковано на российско-украинскую границу, активные действия Запада, активные переговоры между представителями Запада, Украины и России по украинскому вопросу, все на Украине в панике, в ужасе, в ожидании войны с тяжелыми последствиями. Вот аналогичная ситуация развивается в Тайваньском проливе. Тайвань, Китай, Соединенные Штаты находятся в ожидании тоже войсковой операции в отношении Тайваня. То есть раньше это было просто разговоры, часть большой идеологической игры, войны слов. Ну, а теперь, когда уже британское издание The Economist вышло с обложкой, где изображен Тайвань, все это есть на моем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь. Там все эти новости гораздо более подробнее, гораздо больше новостей. Так вот, на журнале в обложке Economist был изображен остров Тайвань, на радаре которого смыкаются, двигаются навстречу друг другу. Может быть, это авиация, может быть, это суда, но две группировки войск, американцев и Соединенных Штатов. И заглавлен был материал «Наиболее опасное место на Земле». То есть британский The Economist, очень авторитетное издание, очень крупное, известное издание, говорит о том, что Тайвань действительно становится точкой возможной войны между Соединенными Штатами или противостояния гибридного или открытого и Китайской Народной Республикой. Вот одновременно с этим другая новость, посвященная противостоянию Китая и западных союзников, выходит, оказывается, в апреле 2020 года, год назад, один из высокопоставленных австралийских военных руководителей открыто, Адам Финли, глава специальных операций австралийской армии, на брифинге вооруженных сил закрытом заявил о том, что австралийская армия должна готовиться к вооруженному противостоянию открытому с Китайской Народной Республикой. То есть это говорит о том, что Австралия, которая входит в диалог четырехсторонний
по сдерживанию Китая, военный альянс на самом деле, Квад так называемый, это США, Япония, Индия и Австралия. Вот в Австралии военные произошла утечка, что там реально военные рассматривают такой сценарий как реальный, уже призывают к нему готовиться своих подчиненных. Это значит, что и в Японии, и в Соединенных Штатах, и в Индии аналогичные сценарии проигрываются уже как реальные. То есть это вот такое очень важное заявление со стороны австралийских, соответственно, военных, говорит о том, что все те вещи, о которых я говорил уже больше года, еще с февраля 2020 года, это реальность, а не какие-то выдумки, это не игра слов. Второй момент, который очень важный, прозвучал из уст одного из представителей четырехстороннего антикитайского альянса, это Курт Кэмпбелл, он является советником Совета национальной безопасности администрации президента США по вопросам Индо-Тихоокеанского региона. Курт Кэмпбелл заявил о том, что Китай меняет свою стратегию сущностно. То есть мы знаем, что раньше у Китая была стратегия мягкой силы, мирного возвышения, даже включена в Конституцию КНР. Так вот, Китай меняет свою внешнеполитическую стратегию на сущностном уровне. Так об этом сказал, соответственно, Курт Кэмпбелл. И, что более важно, он заявил на брифинге Financial Times, что союзники Соединенных Штатов, они должны быть готовы также действовать, внимание в цитата, да, в случае неумолимого стечения обстоятельств в отношении Китая. То есть вот о чем уже говорят почти открыто, что неумолимое стечение обстоятельств – это вынужденная военная операция в отношении Тайваня, который может предпринять Народно-освободительная армия Китая. То есть все, о чем мы говорили, гипотетически рассуждали, уже проигрывается на полном серьезе в реальности, как объективная возможность развития будущего в генеральных штабах, высшем военно-политическом руководстве, как Соединенных Штатов, Япония, Австралия и, соответственно, Индия. То есть вот это уже сценарий реальной войны. И, конечно, уже не только такие заявления, а очень большие материалы появляются в американской прессе, где уже детально изучается возможность принятия такого решения по войне с Китаем со стороны Джо Байдена. То есть уже вот публикация в журнале, в издании Vox уже достаточно открыто. Большой материал вышел, где открыто рассуждается о том, готов ли президент Байден принять такое судьбоносное решение, начать поддержку Тайваня в случае военной операции Китая против Тайваня. Такого раньше не было. Это говорит о том, что ситуация в Тайваньском проливе идентична ситуации на Украине. И мы уже понимаем с предыдущих роликов, что Запад не сможет одновременно противостоять и России, и Украине, воевать на два фронта. И очевидно, что, возможно, ситуация будет развиваться так, что ему придется противостоять и России, и Китаю на двух фронтах одновременно и получить коллапс как в Европе, так и в Восточной Азии. Это уже та реальность, о которой мы все говорим. И, конечно, доводы, которые приводят к этой реальности, они, конечно, достаточно весомые. Ну, прежде всего, один из весомых доводов о том, что Китай может начать операцию в Тайване, это де-факто присоединение Гонконга, которое произошло в 2020 году. Китай фактически нарушил договоренности с Великобританией, которые были с 1997 года, а именно не нарушать суверенитет Гонконга. Он принял закон о национальной безопасности Гонконга. Сейчас фактически в Китае ввел войска, несколько десятков тысяч человек внутренних войск, китайская народная вооруженная полиция. Китай фактически меняет депутатов законодательного совета Гонконга, это высший орган власти, который назначает премьер-министра и так далее, решает очень большое количество вопросов. И даже вот одна из новостей апрельских, что медиамагнат Джимми Лай, который поддерживал протест, вот он получил год тюрьмы. Да, для Гонконга прошлого, революции зонтиков, это абсолютно немыслимый факт. Но, тем не менее, вот Китай присоединил Гонконг де-факто к себе в 2020 году. Одна страна, две системы больше не работает, уже одна страна, одна система. И естественно, что это большой прецедент для, или материал пищи для размышлений для тайваньского руководства. Второй очень большой аргумент – это то, что ситуация за последние 20 лет
Вот в 1995 году президент Тайваня Чен Шуйбянь, тоже лидер Демократической прогрессивной партии, посетил Соединенные Штаты. Это тоже было немыслимо. Вот за последний, и тогда Китай, конечно же, тоже флотилию послал в Тайваньский пролив, было обострение отношений, но оно ни к чему не привело. И, конечно, все, Запад, Китай, Россия, все мы жили в понимании того, что все, что происходит между Китаем и Тайванем, это все игра слов, война слов, и дальше войны слов ничего не поменяется. Но сейчас все, в принципе, понимают, и очень важный аргумент в пользу, значит, военной операции на Тайване, это то, что соотношение сил абсолютно изменилось в Тайваньском проливе. Абсолютно в пользу Китайской Народной Республики и Народно-освободительной армии Китая. О чем идет речь? Ну, прежде всего, 20 лет назад флот Китая, флот Тайваня был сопоставим. Сейчас, очевидно, Китай не только обладает мощным флотом, но и способен доставить несколько дивизий не только через средства морского десанта, но и средства авиадесанта. То есть новые разработки, новые транспортные самолеты. Они себя очень хорошо показали в Ухане, когда гораздо большие расстояния преодолевались. И в течение буквально нескольких дней Китай достал до 5000 военнослужащих НОАК в Ухане. Это вот демонстрация была в том числе и для Тайваня. Ну, не говоря уже о новых средствах доставки морского десанта и так далее. В общем, в целом, в Китае появилось 2 новых авианосца. Что это значит? Что Китай может заблокировать действия Южной Кореи одновременно, или Японии, или одного из союзников Соединенных Штатов, или возможных союзников в Южно-Китайском море. То есть, послав авианосец к Филиппинам, послав авианосец к Южной Корее, Китай фактически парализует действия союзников. А сейчас мы понимаем, что пока демократы у власти, дилемма внешней политики демократов такова, что Байден отказался от роста военных расходов и от новых военных кампаний. Он выводит войска из Афганистана, и Китай, Соединенные Штаты могут опираться только на союзников, соответственно, своих в Юго-Восточной Азии или Восточной Азии. Это Япония, Южная Корея, Филиппины и, возможно было раньше рассчитывать на какое-то противодействие Вьетнама в случае более активных действий Китая в Юго-Восточной Азии. Сейчас мы понимаем, что сами Соединенные Штаты не готовы ввязаться в войну, а по расчетам Пентагона эта война принесет сотни тысяч жертв для американских военнослужащих, даже без применения ядерного оружия. То есть для США это абсолютно неприемлемый сценарий непосредственно вмешаться в Тайваньскую войну. В Китае об этом абсолютно знают, абсолютно хорошо понимают ситуацию и понимают, что действия Соединенных Штатов – это действия для того, чтобы стравить своих союзников, которых я уже обозначил выше, с Китаем. А действия Китая направлены для того, чтобы этих союзников всех разбить поодиночке. Да, это все сугубо по Сунь Цзы, классическая китайская военная стратегия. И мы видим, что с одной стороны Филиппины полностью подавлены недавним присутствием флотилии, рыболовецкой так называемой флотилии китайской в Южно-Китайском море. Де-факто это фактически вооруженные силы Китая. Их не смогли сдвинуть с места. И в случае большой войны их будет гораздо больше. И Филиппины ничего не смогут сделать, чтобы противостоять Китаю. Одновременно с этим министр обороны Китая Вэй Фэнхэ совершает визит во Вьетнам, где вьетнамцы четко демонстрируют свое желание развивать сотрудничество с Китаем, не только в сотрудничество, но и военное сотрудничество. То есть Китай делает так, что Вьетнам дистанцируется от противостояния Соединенных Штатов и Китая. Страны Юго-Восточной Азии крупные остаются из всех вот этих вот игроков, это остается Индонезия. Индонезия – камень преткновения или яблоко раздора между Китаем и Соединенными Штатами. И, скорее всего, гибель подлодки связана с чем-то, с этим контекстом, который произошла совсем недавно, гибель подлодки Индонезии в Южно-Китайском море во время учений. И почему-то она произошла сразу же после разговора Си Цзиньпина с президентом Индонезии. Параллельно с этим Китай развивает свою большую достаточно активность в направлении Бангладеш. Происходит определенное трение в Мьянме. Но мы понимаем, что в случае сейчас, если сейчас произойдет операция вторжения на Тайвань, об этом посвящено несколько, даже я уже думаю, больше даже 2 роликов. 2 ролика точно есть на моем канале.
Если эта операция сейчас произойдет, во-первых, Соединенные Штаты туда не вмешаются напрямую, заставят действовать Японию, что-то предложив ей существенное взамен в случае ее напряженности с Китаем. Корея, как мы понимаем, Южная Корея особенно дистанцируется, Вьетнам дистанцируется, Филиппины дистанцируются, Индонезия занимает пока не очень ясную позицию. Это говорит о том, что в условиях того, что сами США не будут действовать, и американские союзники тоже парализованы, у Китая создается реально возможность для проведения такой операции. Вопрос, когда она будет происходить. Это очень много факторов. Ей, как я уже говорил, должны сопутствовать очень крупные геополитические, скажем так, планетарного масштаба кризисы. Например, обвал фондовых рынков, о котором уже очень многие говорят в сети, о том, что уже очень много факторов того, что насыщение фондового рынка неквалифицированными инвесторами, частными инвесторами достигло пика, и новых траншев для роста, накачки экономики США нет. Новых, соответственно, траншей, которые уже были 3 триллиона и 2 триллиона долларов, Байденомика она не производит, и, возможно, будет коррекция, либо очень такая существенная, либо летальная в мае, может быть, в последующем до сентября. И вот такая коррекция, либо преддверие ее, либо во время этой коррекции, либо после этой коррекции, это очень сильно ударит по Соединенным Штатам, еще сильнее ударит по союзникам Соединенных Штатов. Конечно, это развяжет руки для Народно-освободительной армии Китая для возможного вторжения на Тайвань. И мы понимаем, что вообще в целом все новости последнего месяца, они были связаны с Тайванем, хотя власти Тайваня, сами китайские власти, они воздерживаются от резких заявлений воинственных. Тем не менее, мы понимаем, что даже 12 апреля очередной рекорд по заходу ВВС Китая в тайваньское воздушное пространство, 25 единиц, очередной рекорд. Это очередная демонстрация силы, тестирование противника и так далее. То есть ситуация напоминает штиль перед большой бурей. И, конечно, хочется, чтобы никакой войны не было, чтобы мирно стороны разошлись, но, тем не менее, затишье перед большой бурей – это то, о чем говорят уже не только я, но и большое количество западных, в том числе комментаторов и обозревателей, аналитиков ситуации. Но мы должны также понимать, что у новой администрации Байдена абсолютно нет плана действий по сдерживанию Китая. И в данном случае ситуация в мировой политике кардинально меняется от того, что было до 2020 года, можно сказать, целых 100 лет. Впервые, это очень интересно, Китай становится актором и режиссером и сценаристом повестки, которая может произойти. Китай и Россия, которые могут произойти. А Европа и Соединенные Штаты, они становятся реагирующей стороной на эту повестку, потому что очевидно, что у Байдена, у его администрации, у его новых руководителей нет абсолютно сценарного плана, как противостоять китайскому вторжению, китайской гибридной войне на Тайване. Какие предложить тайваньской стороне условия по их защите. А мы знаем, что Китай, Соединенные Штаты впервые приняли на инаугурацию Байдена, представителя тайваньской стороны. США приняли акт о отношениях с Тайванем, то есть они пытаются верифицировать, бюрократизировать и институциализировать процесс отношений с Тайванем на случай того, что придется признать это отдельное правительство как некая независимую сторону. Этот процесс пошел, но в целом как действовать, как противостоять Китаю, понимания нет. Хотя есть понимание, как условно действовать, взаимодействовать с тайваньским правительством в изгнании. Такое понимание есть у Соединенных Штатов. А вот понимания, как выдвинуть или сдержать Китай, у Соединенных Штатов нету, кроме как на опору на собственных союзников. И мы понимаем, что в целом союзники, кроме Японии, все остальные союзники Соединенных Штатов абсолютно либо дистанцируются от этого противостояния, то есть, по сути дела, занимают прокитайскую позицию, что неожиданно, и либо Китай их очень эффективно парализует. И, в принципе, инициатива у китайской стороны
И, возможно, Китай в случае каких-то глобальной коррекции на рынках фондовых, к чему все идет, возможно, предпринять такую операцию либо до 1 июля, если она покажется успешной, возможно, успешной для китайской армии, то есть к дню столетия Компартии Китая, либо после 1 июля. Но, опять же, это не к дате привязано, а глобальным изменениям в экономике и на фондовом рынке в первую очередь. Но, тем не менее, кроме акта о отношениях с Тайванем, то есть по факту такое формальное признание Тайваня как независимого государства, чего не было с 1979 года, кстати говоря, на вот такого ЗИЦ-председателя, президента одного срока, одноразового президента, которого сейчас могут использовать для войны с Китаем, для обрушения рынков, и больше не пускать его на второй срок. То есть здесь очень тоже похож он на Джимми Картера, такого самого неудачного за последние 100 лет президента США, но который, в принципе, очень обаятельный и дольше всех из президентов США, если мне не изменяет память, прожил после своего президентства. То есть здесь, может быть, Джозеф Байден хочет пойти по пути своего демократического предшественника. Кроме того, что, как я уже сказал, принят акт о отношениях с Тайванем, в американский парламент принял акт о стратегическом противодействии Китаю. Речь, конечно, идет не о стратегическом сдерживании, не о войне, но уже вот эта проблема китайская, конкуренция с Китаем глобальная, она уже не только осознанная американцами, но и обретает бюрократические формы, которые позволят в дальнейшем Соединенным Штатам, возможно, это углублять и расширять до каких-то более серьезных и опасных для Китая вещей. Конечно, это заставляет Китай более активно действовать. Пришла сегодня новость, что командующий в африканском регионе, главнокомандующий американских войск в африканском регионе заявил о том, что Китай намерен строить военную базу в Африке, но уже на Атлантическом побережье. То есть речь идет о Намибии. Это государство, которое граничит с Южноафриканской республикой в южной части Атлантического океана, либо Мавритании. А это уже почти подбрюшье Европы. То есть от Мавритании до Гибралтара совсем небольшое расстояние, порядка 1500 километров. А до Соединенных Штатов тоже, в принципе, уже гораздо ближе, чем через Тихий океан. То есть Китай по мере давления на него со стороны США и западных союзников уже открыто говорит о своей гегемонии, хотя вот в Южном Китае издания мы писали об этом еще в 2015 году, о том, что вот возможность базы в Намибии прорабатывается. Как только Си Цзиньпин пришел к власти, была создана в 2015 году первая зарубежная база китайских войск в Джибути. Это другая конечность Африки, Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив. И, соответственно, уже в Намибии тоже прорабатывался этот вариант. Сейчас он снова обсуждается, но добавилось еще Мавритания. Это вот очень важный аргумент для тех, кто еще не понял, что Китай всегда рассчитывал с 1949 года, с момента создания Китая. По сути своей китайцы всегда вели глобальную игру. Всегда строили глобальный проект, а вовсе не локальный, а их заявление о том, что они строят локальный проект, который замыкается их интересами условно от Тайваньского пролива до Желтого моря, это заявление, как и у всех крупных держав, заявление, рассчитанное на то, чтобы погасить сопротивление хотя бы на идеологическом или бюрократическом уровне. Проще говоря, не раскрывать своих глобальных планов, а планы у Китая глобальные. И то, что Китай обсуждает возможность создания военной базы в Мавритании, в Атлантическом океане, непосредственно близости к Гибралтарскому проливу, Испании, Португалии, та база, которая будет контролировать товарный поток из того же Индийского океана, Средиземного моря в Бразилию, одного из крупнейших торговых партнеров Китая, вот это уже явный показатель глобального игрока.
И тем, кто говорит и верит китайским сказкам о том, что это, значит, государство, которое называется срединным государством, может играть какую-то локальную игру, наверное, для них потребуется еще создание базы в Исландии, и тогда они уже поверят, что Китай ведет большую глобальную игру за глобальное доминирование в 21 веке, но уже будут какие-то выводы и решения принимать поздно. Вот, тем не менее, такая новость появилась. Одновременно с этой новостью появилась новость о том, что, возможно, Черногория передаст дорожную сеть и, внимание, портовую инфраструктуру порта Бар в Адриатическом море Китаю за долги в $1 миллиард. То же самое, новость такого же порядка. Таких аналогичных проектов, которые подразумевают аренду портов по всему миру, у Китая десятки. Ни один, ни два, ни Мавритания, ни Намибия, ни Черногория отдельно. Десятки, полноценная глобальная сеть портов, которая обеспечит глобальную китайскую торговлю. И, как следствие, после поражения Соединенных Штатов в противостоянии, либо мирном, либо открытом, после этого Китай займет глобальную роль, которую он и себе и рассчитывает, и на ту роль, к которой он идет, начиная с глобального поражения от западных держав в опиумных войнах. Это реальная цель китайского руководства. И вот, кстати, книга «Китайская власть», о которой я уже сегодня говорил, подробно рассматривает, какие, соответственно, препятствия у Китая есть к этому глобальному превосходству, глобальному контролю, прежде всего в экономике, от чего Китай зависим, как это можно использовать для, соответственно, интересов нашей с вами страны, Российской Федерации. Все это подробно написано, и также написано, почему, по каким экономическим причинам Китай не может не играть в глобальную игру за глобальное доминирование, что у Китая на самом деле всего два пути: либо развалиться, либо стать глобальным игроком, заменив Соединенные Штаты. Другого пути у Китая не существует. Как бы нам об этом ни говорили, как бы нам ни рассказывали сами китайцы о том, что Китаю ничего не нужно, это локальная, скромная, маленькая держава, и которая играет свою скромную роль в мировом процессе. Это не так. Вот эти открытия этих баз об этом очень ярко говорят. Другой очень важный момент, который связан с глобальной игрой Китая, это события в Пакистане. Пакистан является, так же как и Мьянма, который я посвятил отдельный ролик, это является один из более-менее безопасных маршрутов для доставки углеводородов, с одной стороны, из Ближнего Востока в Китай. Китай зависит от углеводородов на 65%, от импортных углеводородов, и является коридором для экспортных потоков китайских товаров на Ближний Восток. Ближний Восток – это одна из больших частей китайского глобального доминирования, крупный проект, который, в принципе, готов уже перейти на китайские деньги, цифровые, кстати, в том числе. Проблема Пакистана заключалась в том, что тесные связи пакистанской армии, как мы знаем, она правит в стране, выстраивались с китайской армией, правящей, которая сейчас правит в стране в лице Си Цзиньпина, в том числе и в те годы, когда Китай активно, в основном Китай поддерживал афганских маджахедов и пакистанцев в войне с Советским Союзом. Эти связи очень давние, длительные, очень плотные, но проблема в том, что китайские проекты по созданию инфраструктурных коридоров, так называемый китайско-пакистанский экономический коридор, они все оставались на бумаге. Они все оставались на бумаге, абсолютно буксовали, как это все на самом деле буксует в Узбекистане, Киргизии, Туркменистане, Иране и так далее, и Турция. Но до поры до времени. И с момента того, как в Пакистан пришел новый посол, заменил старого, Китай включил в развитие китайско-пакистанских отношений пятую скорость. То есть вышел на максимальную скорость, и экспорт пакистанской продукции в Китай увеличился на 70% за последний период 2021 года. И ответные действия в отношении китайцев не заставили себя ждать. Впервые за, может быть, не знаю, обозримую историю китайских зарубежных дипломатических представительств в отношении китайского посла, это очень интересный сам по себе человек, Джуан по национальности, один из руководителей Гуансиджуанского, бывший руководитель Гуансиджуанского автономного района, так вот, в отношении Нунжуна был предпринят теракт.
по сути дела, в отеле, где должна была проходить его встреча, произошел взрыв заминированного автомобиля, погибло 4 человека, 12 получили ранения. То есть вот такой вот сигнал китайскому послу, что вас будут убивать, уничтожать физически. Кстати говоря, смерть, это не первая смерть такая вот, точнее, слава богу, это не смерть, но такой вот трагический случай, не первый. В том году, соответственно, неожиданно от сердечного приступа, кажется, умер посол Китая в Израиле, который раньше был послом на Украине, Дувей. Это вот уже второй такой случай в отношении активных послов Китая, которые продвигают его интересы. И, конечно, уже мы говорим, что раньше это была, значит, война слов, вот уже начали убивать послов. Ситуация крайне, как мы понимаем, обостряется. Она обостряется в Мьянме, она обостряется на Тайване. И мы видим, что даже в Пакистане уже антикитайское движение за независимость Балуджистана, которое выступает против строительства китайского порта в Гвадар. Такой же, кстати, порт, как Бар, такой же порт, как военная база в Мавритании или Намибии, такой же полноценный порт. Вот, взяла на себя ответственность движение за независимость Балуджистана и за этот теракт, который мог бы очень плачевно кончиться для очень активного посла Китая. Одновременно с этим, практически, как я уже говорил про Мьянму, отдельный ролик записывали. Мьянма – это один из альтернативных способов доставки углеводородов в Китай, в обход Малакскому проливу, который будет заблокирован в случае напряжения ситуации союзником Соединенных Штатов Сингапуром, а также союзными флотами Филиппин и других, там, возможно, вплоть до пиратов, значит, Южно-Китайского моря. Мьянме, который по мнению мьянманской оппозиции, Китай уже начал вводить войска, впервые совершен нападение на газопровод из, соответственно, побережья Мьянмы в глубь Китая. Убито 3 человека. И, конечно, это нападение, оно совершено на китайскую компанию, которая обеспечивает эту охрану. И Китай будет в скором времени, если такие нападения продолжатся, действительно тем или иным образом прибегнуть к действиям частных военных компаний, либо, если ситуация совсем ухудшится, к защите своих нефтегазопроводов уже другим способом. И по факту в Мьянме де-факто можно сказать, что с этого дня начинается гибридная война против Китая силами мьянманской оппозиции. Вопрос по Мьянме до сих пор не решен. Встреча в закрытом формате, которую проводили лидеры АСЕАН в Индонезии несколько дней назад, тоже не принесла каких-то значимых результатов. Стороны попытались сохранить этот конфликт внутри сообщества, но значительное количество внешних наблюдателей, в том числе в ООН, говорят об эскалации ситуации в гражданской войне, и ситуация, когда ООН объявит о возможности послать контингент ООН в Мьянму для стабилизации ситуации, а по факту это будет Корейская война номер 2, когда западный контингент ООН будет противостоять прокитайской, соответственно, военному режиму Мьянмы и действительно китайским реально ЧВК. Вот эта ситуация реально противостояние Китая и Запада и США в Мьянме, она развивается и, возможно, получит свое развитие тоже в ближайший месяц, возможно, одновременно с развитием тайваньской ситуации. Параллельно с этим, конечно, все мы, целый апрель, все мы ожидали, будет ли Си Цзиньпин участвовать на климатическом видеосаммите Джозефа Байдена. Это очень одна большая климатическая тема, она огромная, она носит характер религиозный, она носит характер геополитический на самом деле для Демократической партии США. Тем не менее, Си Цзиньпин принял участие в этом саммите,
И казалось бы, что, значит, китайский лидер склонил голову перед демократической партией США и, скажем так, наплевал на те, скажем так, жесткие заявления о том, что Си Цзиньпин является бандитом и головорезом, организатором геноцида уйгуров со стороны Джозефа Байдена, если бы не два обстоятельства. За несколько дней Си Цзиньпин вместе с французским президентом Макроном и канцлером ФРГ Меркель провел собственный климатический саммит, как будто бы размыв повестку саммита 22 апреля, сделав ее незначительной, достигнув своих договоренностей с лидерами Европы, а совсем через несколько дней, совсем с небольшой разницей, после окончания саммита, представитель, небольшой чиновник, не самый большой чиновник Комитета по развитию и реформам Суэй, заявил о том, что Китай вовсе не собирается отказываться от угольной энергетики и, в общем-то, наплевав на решение саммита и на то, что там происходило. То есть вот Китай дал дважды понять Соединенным Штатам, что да, мы готовы в ваших формальных каких-то вещах участвовать. Открыто мы вам не бросаем перчатку, не идем на конфронтацию, мы не Северная Корея, но очень сильно обесценил проведение саммита 22 апреля. Конечно, тема климата, тема углеводородной энергетики Китая, она очень интересная. Позиция Соединенных Штатов в отношении китайской углеводородной энергетики, в принципе, заслуживает даже отдельного ролика. Если хотите, напишите комментарий, чтобы мы сделали такой ролик. Ставьте лайки. На эти комментарии я прочитаю и сделаем отдельное видео. Параллельно до проведения совместного саммита с Германией и Францией Си Цзиньпин сделал очень такое яркое заявление в беседе с канцлером Ангелой Меркель. Он выразил надежду, что Евросоюз проявит, в кавычках, цитата, стратегическую самостоятельность и будет независимо делать свои выводы. Ну, казалось бы, да, очевидно то, что и так всем понятно, что Евросоюз находится в большой зависимости от Соединенных Штатов, в том числе и в рамках того, что страны Евросоюза являются членами НАТО, находятся под прямой оккупацией Соединенных Штатов. Такое заявление Си Цзиньпина, оно не на ровном месте делается, оно делается на факте того, что в 2020 году Китай впервые превысил по товарообороту Соединенные Штаты. То есть в торговле с Евросоюзом. Китай фактически перетащил на свою экономическую сторону основных игроков Евросоюза. И теперь Евросоюз, имея такую экономическую базу для независимости Соединенных Штатов, может выстраивать свою независимую политику. Конечно, мощное лобби проамериканское в Европарламенте сразу же постаралось, значит, ответить на вот такие активные проникновение Китая в Европу, отвязывание ее от Соединенных Штатов, тем, что попыталась заблокировать инвестиционное соглашение между Китаем и Евросоюзом. Сейчас активно ведется целым рядом европарламентариев такая работа. Яркие заявления делаются в отношении китайской агрессии, технологической агрессии Huawei и так далее и тому подобное, уйгурскому вопросу санкций. И, конечно, заключение этого соглашения, оно очень важное в повестке китайско-европейских отношений. Как мы понимаем, Евросоюз является вторым по величине после АСЕАН партнером Китая во внешней торговле. И если Евросоюз и страны Юго-Восточной Азии занимают, а мы видим, что страны Юго-Восточной Азии занимают прокитайскую позицию, оказываются в орбите влияния Пекина, то Пекин может себе позволить масштабную операцию на Тайване, которой мы уже посвятили целых 20 минут времени, может себе это позволить и уже безболезненно пройти отказ от американской экономики. На это делается очень большая ставка. Соединенные Штаты оказывают очень большое давление на европарламентариев с тем, чтобы они не пошли по пути тесного взаимодействия с Пекином. Что касается экономики, тоже очень много новостей.
он в первую очередь обращает на себя внимание то, что товарооборот Китая США за последние 4 месяца вырос на 50%. То есть именно рост товарооборота Китая и США сыграл основную роль, ну и Евросоюза в том числе, основную роль в наращивании внешней торговли Китая, которая в целом выросла за 4 месяца на 28%. Казалось бы, вот оно, великое восстановление после пандемии, великий всплеск, значит, отложенный спрос и так далее. На самом деле речь идет, ну, это не только по этому фактору понятно, по другим в том числе, речь идет о том, что Байден накачал экономику США на 5 триллионов долларов, и эти деньги возвращаются в Китай уже китайским производителям. И, конечно, то, о чем я говорил в многих своих роликах, что экспортные регионы, проамериканская элита, которая завязана на союз с Соединенными Штатами, она, конечно, выигрывает от прихода Байдена к власти. И мы видим, что Байден щедро платит своим китайским союзникам, вот так вот их поддерживая, их экспорт именно в Соединенные Штаты. И здесь, конечно, казалось бы, что стоит уже Си Цзиньпину сдаться, уйти на покой и, значит, переехать в Ростов-на-Дону, но пока рано. Почему? Объем этой помощи падает, причем достаточно быстро. Если мы сравним эти показатели роста китайско-американской торговли с первым кварталом, то есть без апреля, мы увидим, что за первый квартал торговля Китая и США увеличилась на 73%. А если мы посмотрим без марта, за первые 2 месяца, на 90%. То есть с 90% увеличения сокращается сначала на 70%, сейчас на 50%. То есть рост вот этой поддержки, он стабилизируется как раз к июлю 2021 года. И это один из показателей сокращения вот этого взрывного роста, один из показателей, что ликвидность, которую залил Байден в американские рынки, стремительно, подчеркиваю, сокращается. И речь уже идет о месяце. Если Байден не придумает нового транша, ковидный уже транш был, в зеленую экономику был, а может быть сейчас будет какой-нибудь транш в поддержку независимости Тайваня. Если вот он этого не придумает, то коллапс на фондовых рынках очевиден. Кроме этого показателя, мы сейчас рассмотрим еще один показатель, который будет касаться коллапса американского фондового рынка. Посмотрим то, что происходит в России. В России тоже есть несколько цифр, которые, с одной стороны, оптимистичные, с другой стороны, очень неприятные. В то же время, когда Соединенные Штаты товарооборот увеличился на 50%, у нас всего на 19,8%, то есть на 20% увеличился. Хотя в среднем по больнице рост 28%. То есть Россия отстает от среднего уровня увеличения китайской торговли. И уже достаточно много на моем телеграм-канале написано об этом. Проблема не в том, что Китай не пускает российскую продукцию, а в том, что Россия не способна технически выполнить и закрыть потребности Китая в разнообразной продукции. О чем говорилось, я говорю это с 2016 года, что приход Трампа еще тогда фактически делает китайско-российский союз реальным, интеграцию реальной, но все вопрос упрется в технологическую возможность России дать Китаю то, что он хочет, ту продукцию, заместить Запад. Об этом я говорил в интервью РИА Новости в 2016 году, в октябре, кажется, в ноябре, когда Трамп пришел к власти. С тех пор ВОЗы ныне там. И это касается угля, когда пропускные мощности не хватает для того, чтобы экспортировать уголь в Китай, замещать австралийский уголь. Кстати, Китай разорвал стратегический диалог с Австралией, и 150 миллиардов долларов, который достигла объем товарооборота с Австралией, теперь может заместить Россия, Канада, Украина и другие игроки. Россия не может заместить этот объем по техническим причинам. Нету возможности, о чем мы дальше скажем, экспортировать именно по инфраструктурным каналам и создавать объемы экспорта. И здесь мы опять проигрываем, не догоняем те возможности, не успеваем реализовывать те возможности, которые существуют реально на китайском рынке. Тем не менее, Россия не может экспортировать уголь в том объеме, который есть, потому что есть заторы, угольные заторы, нету транспортных веток, развязок и так далее для экспорта угля. И Россия, в принципе, не может дорастить свой товарооборот, который поставил Си Цзиньпин и Владимир Путин задачу до 200 миллиардов долларов,
сугубо по собственным причинам, а не по причинам Китая. Постоянно кейс с запретом рыбы упоминается. Сейчас огромное количество, извините за выражение, возни вокруг этого вопроса, но тем не менее вот совсем недавно из Камчатки партия рыбы доставлена в Китай. Предприятие полностью прошло коронавирусную проверку, информация была доставлена в карантинный контроль китайский, поэтому вот эти сказки и бредни и попытка чиновников, значит, прикрыться китайской угрозой и торговой войной и прочими вот эти вот рассказами, которыми они кормят, значит, вышестоящих своих руководителей, это полный бред, потому что вот камчатская рыба доставлена в Китай. Да, то есть реально Росрыболовство просто не смогло справиться с санитарными требованиями китайской стороны, когда Китай попросил просто предоставить, значит, информацию о прохождении санитарного контроля и состоянии с ковидом на более чем 800 рыболовецких предприятиях. Еще раз повторю, 800, не 8 тысячах, не 800 тысячах, а 800, всего лишь 800 рыболовецких предприятий Российской Федерации, у которых просто не было информации у Росрыболовства. И Росрыболовство вместо того, чтобы вести планомерную и методичную работу по, значит, в хорошем смысле бюрократизации процесса, держать на контроле каждое рыболовецкое предприятие, оно поспешило обвинить Китай в действиях антироссийского характера, хотя, как мы знаем, есть небольшая доля, но она вовсе не антироссийская, а связана с своей внутриполитической спецификой. Тем не менее, камчатская рыба доставлена в Китай. Предприятия Российской Федерации активно проходят проверку, которые должны были начинать проходить с декабря 2020 года, а не в мае. И ситуация эта разрешится. Опять же, возвращаясь к вопросу о экспорте российской продукции, вопрос не на китайской стороне, а безалаберности и бездействии, прямом, значит, неисполнении собственных служебных обязанностей целого ряда российских, в том числе чиновников, привыкших к тому, что все дела делаются сами, китайцы богатые, все купят и все будет развиваться само по себе. Это ситуация, которую нужно менять, если мы хотим достигнуть 200 миллиардов долларов товарооборота с Китаем. В том числе, кстати говоря, и по сое. Вопрос соевый так и не решен в Российской Федерации. Китай продолжает закупать сою из Соединенных Штатов. Хотя Россия может расширить эти посевы и спокойно может заместить соевый экспорт американский на свой. И это станет гораздо более ощутимым способом влияния и дружбы, сохранения долгой дружбы с Китаем, несмотря на то, что бы там ни происходило, если бы этот экспорт переключился бы на Россию. Но мы, как видим, 800 каких-то жалких предприятий очень тяжело проверить в России на коронавирус в течение нескольких месяцев. Ну, что же говорить о куда больших проектах. Другой хорошей новостью является то, что российский несырьевой экспорт, конечно, речь идет о продуктах питания, в первую очередь достиг 16,3 миллиарда долларов в 2020 году. Это еще приятная новость, что порядка 15% российского экспорта уже не относится к нефти, газу, и лесу, и углю, а уже является какими-то продуктами первичной переработки. Конечно, когда двери Китая открыты настежь, это, наверное, не такой большой показатель, который бы мы хотели иметь. Мы бы хотели бы иметь хотя бы 100 миллиардов такого экспорта не сырьевого в Китай, учитывая то, что западные страны активно вытесняются нынешним военно-политическим руководством Китая. Но, тем не менее, новость такая достаточно приятная. Об этом, значит, рапортует Российский экспортный центр, который всеми силами, как мы знаем, старается этот экспорт развивать, помогать нашим экспортерам. Ну, как говорится, пожелаем Российскому экспортному центру успехов и всего самого наилучшего. И в дальнейшем повышать эту цифру до 100 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет. В первую очередь, конечно, речь идет о том, что в 4,5 раза увеличить поставки говядины российской в Китай. Очевидно, что речь идет о отказе от австралийской говядины, в связи с этим большой спрос на российскую говядину. И речь идет также о том, что идет огромный рост поставок кондитерских изделий. То есть все, кто из моих подписчиков занимается кондитерскими изделиями, можно прямо сейчас начать заниматься экспортом в Китай. Неважно, на каком этапе вы этой проработки вопроса находитесь,
рост в год примерно 20%, каждые 5 лет Китай будет удваивать экспорт своего мороженого, конфет, печенья и так далее в Китай. То есть это крайне перспективная новость. Другая такая новость, о котором рапортуют российские железные дороги, это то, что транзит по российским железнодорожным сетям китайских грузов увеличился почти в 3 раза за первый квартал 2021 года. И на самом деле, казалось бы, что это очень позитивная новость, и Китай уже чуть ли не может выдержать блокаду. Но если мы обратимся к морскую блокаду в случае обострения отношений с США, тайваньской операции, но если мы начнем смотреть на конкретные цифры, сколько идет транзита российского в Европу через эту сеть, а в физическом выражении это 151 тысяча 20-футовых контейнеров, так называемых ТЭУ, и сравним хотя бы с грузооборотом Шанхайского порта, то мы увидим, что в принципе количество грузов, которые идут в Китай и уходят из Китая по морю, это примерно в 80-100 раз больше, чем то количество грузов, которое идет через Россию. То есть речь даже идет не о 10-кратном превышении морских перевозок над сухопутными, а о 100-кратном. И вот в этом свете совершенно, мягко говоря, недостаточным кажется усилия России по созданию собственной инфраструктурной сети, которая бы могла бы поддержать Китай на фоне усиления противодействия с Западом. Реально, вот сейчас пошли новости о том, что мы строим какие-то там незначительные участки БАМа силами, значит, российской армии. Это все прекрасные новости, это правильные усилия российского государства, но эти усилия должны быть даже не в 10 раз, а как минимум в 100 раз больше, чтобы Китай смог свои потребности в транспортировке грузов в мировой торговле переложить на Россию. А эта ситуация вполне реальная, потому что мы видим, что в Средней Азии у Китая проект по строительству железной дороги через Узбекистан, Таджикистан и Туркмению, он буксует. Буксует он уже 20 лет, и только разговоры. А Транссиб вполне действующая магистраль. То есть, если мы понимаем, что Китай берется в блокаду, то нужно строить вовсе не второй Транссиб и даже не 10 Транссибов, а как минимум 50 Транссибов одновременно прямо сейчас. Но для этого нужно более глубокое понимание того, что происходит в Китае. Его, видимо, нет. Поэтому нас радуют даже цифры о утроении транзита сухопутного через сети РЖД из Китая в Европу. Еще раз повторюсь, должно быть не утроение, а как минимум рост в 100 раз. Тогда действительно можно будет говорить о том, что хотя бы порт Шанхая можно будет отключить от морских перевозок и вот эти вот грузы переориентировать на российский транзит. Как минимум в 100 раз, хотя бы для порта Шанхая. Не говоря уже обо всем товарообороте Китая, грузообороте, который, я думаю, что на 95-99% обеспечивается морскими перевозками. Когда эта ситуация будет переломлена, тогда Китай будет действовать более активно, а Россия будет действительно бенефициаром китайского поворота к Европе. А пока Россия является очень номинальным и, возможно, только в своих фантазиях таким бенефициаром. Другой неприятной новостью, которая была в апреле, для кого-то может быть и приятно, что вот вопреки вот этим сумасшедшим, которые говорят о китайской угрозе, этим людям, оторванным от реальности, ничего не знающим о Китае, реальные инвестиции в Китай, не финансовый сектор, составили 0,4% от всех инвестиций зарубежных в Россию. То есть китайцы, с которыми у нас граница, со второй экономикой мира, вложили в Россию официально меньше половины процента от всех других инвестиций, которые тоже, кстати говоря, не отличаются рекордными показателями. Говорить о том, что с одной стороны, что есть какая-то китайская угроза, когда в Россию вкладывают 0,5%, как в одном из своих роликов я говорил, и мне кажется, что даже эта цифра, это просто даже не то чтобы маленькая, это стыдная цифра для тех, кто занимается взаимодействием между Китаем и Россией. Неужели настолько вы некомпетентны,
что не можете привлечь и 1% китайских инвестиций в экономику России? Неужели вы не можете создать условия для такой богатой страны, чтобы хотя бы какие-то проекты приносили деньги? И таких проектов нету. Я тоже об этом говорил в своем ролике про анализ эффективности российско-китайских проектов. Дай бог, 1 из 100, а на самом деле 1 из 1000 проектов более-менее худо-бедно, горе пополам реализуется. В корне неверная стратегия инвестирования в Россию, попытка замкнуть все китайское инвестирование на абсолютно неинтересный для Китая Дальний Восток. Он интересен только сумасшедшим, которые говорят о китайской угрозе. В их фантазиях китайцы хотят действительно скупить Дальний Восток. Получается скупить только Биробиджан и не дальше. Так вот, Дальний Восток абсолютно не интересен китайцам с точки зрения инвестиций. Инвестиции им интересны в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Мурманская область, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, еще раз повторюсь, Поволжские регионы. Но там абсолютно не действуют механизмы вложения китайских инвестиций. Люди, которые занимаются десятилетиями взаимоотношениями с Китаем, они абсолютно профнепригодны. Вот эти 0,4% это приговор о полной некомпетентности этих людей в отношениях с Китаем. Мы граничим с Китаем, а инвестиции Китая составляют 0,5%, жалкие десятки миллионов долларов в российскую экономику. Что нужно делать такого, чтобы полностью отвратить китайские деньги от российской экономики? Неужели она такая никчемная, ненужная, что китайцы не могут эти деньги туда вложить? Звучит очень неприятно, но факт остается фактом. Инвестиции крайне маленькие. И это не проблема китайцев, а это проблема некомпетентных кадров, в первую очередь в управлении теми людьми, которые должны отвечать за привлечение китайских инвестиций для создания условий, для создания совместных предприятий, выгодных для российской и китайской стороны. Это может быть деревообработка, это может быть та же самая пресловутая рыбопереработка. Кстати, вопрос о привлечении китайцев для этой рыбопереработки не велось под соусом того, что китайцы, дескать, организовали торговую войну. И все остальные производства китайцы способны организовать на российской территории, от легкой промышленности, заканчивая всеми другими образцами промышленности, типами промышленности. Другой интересной новостью является то, что «Газпром» согласовал проект строительства ТЭО для строительства так называемой Силу-Сибирь-2. Эта ветка пойдет через Россию, Восточную Сибирь, через Монголию, выйдет на Китай. Проект согласован более-менее в первичном виде, какое-то решение о строительстве принято. И интересно это не то, что «Газпром» планирует нарастить поставки в Китай на 50%, а интересно это тем, что Китай станет получателем газа из тех месторождений, из которых сейчас газ получает Европа. То есть, если Сила Сибири первая, она шла чисто из восточно-сибирских месторождений, то теперь месторождения будут западно-сибирские, и Россия получит возможность перераспределять газ между Европой и Китаем. Это возможно для маневра, в том числе политического. Это компенсирует риски, если Европа будет в значительной степени сократит покупку газа в случае перехода на новые виды энергетики. Ну и, естественно, Китай, сколько бы он на зеленую энергетику не переходил, все равно будет потребителем газа, в первую очередь, замещения угля. То есть тот огромный пласт энергетики, который сейчас в Китае, энергопотребление, которое базируется на угле, а это порядка 50%, даже может быть близко к 60-65% показатель. Вот весь вот этот показатель, он может быть замещен газом. В первую очередь, конечно, из России и из Средней Азии. Ну, и во вторую очередь из поставщиков СПГ. Но если, опять же, важный тоже момент в Сила Сибири-2, что с
помощью этой трубы будет обеспечена газификация сибирских регионов. То, о чем мы говорим, что сами поставляем, но сами не пользуемся. Вот этот вопрос тоже будет решен во время строительства этой ветки. Важный момент того, что мы не понимаем в отношении Китая, что в Китай поставляется совсем небольшая часть российского газа. То есть поставки в Китай это порядка 4 миллиардов кубометров, в то время как в европейском направлении, включая Турцию, Россия поставляет 135 миллиардов кубометров. Вот эта задача перенаправить этот поток 135 миллиардов долларов в Китай, она «Газпромом» решается. Решается на долгосрочной основе. И я думаю, что у компании в принципе сбалансированное хорошее будущее, особенно в случае резкого декарбонизации, ну хотя, наверное, газ это тоже относится не к зеленой энергетике, но резкого отказа китайской энергетики от угля. А из моей книги, и в том числе из новой, читатели знают, что очень сильное проамериканское комсомольское лобби, оно базируется на крупных угледобывающих корпорациях. От этого Си Цзиньпин отказывается и замещает их в том числе российским углем. Ну, возможно, даже не в том числе, а в первую очередь. И здесь, конечно, это очень хорошая новость для «Газпрома». Важная очень новость, вот то, что я обещал вернуться к возможному коллапсу на фондовых рынках Соединенных Штатов, это рекордное привлечение новых китайских компаний, листинга китайских компаний на американском фондовом рынке. За только 3 месяца 2021 года китайцы разместили своих акций, китайские компании, так называемые единороги, юникорны, значит, они разместили своих акций на 11 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Такого раньше не было. И, возможно, кто-то бы сказал, что вот вы говорите о разрыве китайско-американских отношений, а тут вот китайцы стремятся на американский рынок. Может быть, действительно кому-то так и покажется, особенно если мы видим, что тут рост вложений в эти компании составил 440% по сравнению с 2020 годом. То есть это какой-то астрономический рост размещения китайских компаний на фондовом рынке. На самом деле все достаточно просто объясняется. Все это объясняется тем, что в США вот действует эта пресловутая бейденомика. Первые 100 дней 5 триллионов долларов залиты в американскую экономику. Растет вообще все. Все. И сорняк, и плесень, и все, кто присутствует на американском фондовом рынке, любая акция растет. Ну, за исключением там Алибабы, которая душат регулярно. И в этом месяце ее душили очень сильно. Отдельный ролик у меня про нее есть. Посмотрите на канале. Тем не менее, вот этот рост количества единорогов, китайских стартапов, которые разместились на Нью-Йоркской фондовой бирже, они, соответственно, очень мне напоминают просто вот как раз рост количества разных непроверенных, соответственно, компаний на рынке. И это является предвестием того, что рынок перегрет, и в него уже идут огромная масса неквалифицированных инвесторов. То же самое, например, было, когда китайскую экономику перегрели деньгами. В 2015 году фондовый рынок достиг 10 триллионов долларов. Одновременно с этим на китайском фондовом рынке появилось очень много мошеннических схем, даже МММ там возродилось. Вот был такой период, когда в Китае появился китайский МММ. И вот Мавроди в очередной раз, Царство Небесное, решил покорить мир своей амбициозной идеей. То есть вот тогда был просто расцвет банковских пирамид, когда рынок перегрет деньгами, появляются, соответственно, разные непонятные, неизвестные с точки зрения перспектив компании, но они выставляются на рынке, и просто волна денег, она захлестывает всех. Ну, вот такой хороший пример для бейденомики – это такая криптовалюта, как Dogecoin, да, то есть собачья валюта, которая использовалась совершенно как такая развлекательная вещь между пользователями интернета. Один Dogecoin стоил там что-то 100 долю цента. Сейчас общая капитализация этой криптовалюты достигла капитализации Газпрома 87 миллиардов долларов. Конечно, это, с одной стороны, отражает рост цифровой экономики, переход
человечества в дополненную реальность, но с другой стороны очевидно, что вложение в вклад Газпрома в мировую экономику, он немножко больше, чем вклад Dogecoin, собачьей валюты. Ну вот Байденомика и Dogecoin, они идут рука об руку, и мы должны это понимать, что рост вот такого количества неквалифицированных инвесторов, огромный приток денег, появление большого количества ничем непонятных, с непонятными перспективами юникорнов, стартапов на американский фондовый рынок, это, а также то, что я озвучил ранее, сокращение вот этой вот де-факто помощи экспортерам Китая через, соответственно, де-факто ее спонсирование через американскую экономику, сокращение этих темпов, все говорит о том, что коррекция рынка, о которой на самом деле говорит очень много аналитиков на рынке, в мае она может быть достаточно серьезной или может быть даже очень серьезной, о чем нам пророчествуют последние 20 лет разные экономисты российские. Вот это может произойти, поэтому любой игрок в рулетку, в казино и в лотерею должен понимать, что, как говорил Пелевин, бриллианты не навсегда. То есть что-то может произойти, что-то может лопнуть, но, конечно, мое мнение остается в отношении фондового рынка таковым, что в любом случае при просадке фондового рынка меньше всего будут проседать именно устойчивые цифровые гиганты, потому что все равно 21 век – это век цифровизации, и как бы биржа не просила, все равно цифровые гиганты останутся, их акции просядут меньше всего, но удар будет очень чувствительным, и удар, скорее всего, будет уже до конца этого года, но может быть серьезная коррекция уже в мае, посмотрим, может быть в июне. Другой очень интересной новостью в способности китайцев импортозамещать являются итоги хлопковой войны. Вот, кстати говоря, если хотите ролик про хлопковую войну, тоже ставьте лайки, комментируйте, пишите, что вам интересно. Вообще задавайте свои вопросы, кидайте новости в комментарии. Я по этим новостям могу тоже пройтись в ближайшее время. Так вот, итоги хлопковой войны. Очень многие интересовались, чем закончилась для Запада эта хлопковая война, можем ли мы пойти по вот этой войне. Массовый отказ от Adidas, от Nike и так далее. Nike, к чему он привел? Действительно ли это было просто, значит, на показ они там жгли, значит, кроссовки, а сами бежали вставать в очередь за последней партией там, да, модной брендовой одежды? На самом деле вовсе не так. Bloomberg проанализировал сокращение, значит, продаж только на Тимоле, это площадка Alibaba, ритейл площадка Alibaba, проанализированы цифры. Продажи Adidas сократились на 78%, огромно, за апрель, только за проведение антихлопковых этих кампаний 78%, а продажи Nike на 59%. Если мы посмотрим статистику доходов Nike от китайского рынка, это порядка 6 миллиардов долларов только от одежды и обуви, там есть другие статьи дохода, но это порядка 6 миллиардов долларов в год, то мы понимаем, что за свою причастность к политике давления на Китай по уйгурскому вопросу компания потеряла 250 миллионов долларов. Мне кажется, это вполне ощутимо, и если Nike не продолжит такую свою, откажется от этой политики, не перейдет на сторону китайского добра, да, если так в кавычках назвать, то он будет дальше терять свои огромные прибыли. И речь идет о 6 миллиардах долларов прибыли в год. У Adidas чуть-чуть меньше, на самом деле на 50% меньше продажи, но тем не менее тоже речь идет о сотнях миллионов долларов потери Adidas. При этом японская сеть Uniqlo потеряла 20%. Видно, что, кстати говоря, по позиции Японии, по уйгурскому вопросу, Япония, к сожалению, по странному стечению обстоятельств, не присоединилась к западному бойкоту, видимо, памятуя о том, как Китай может бойкотировать японские автомобили, разбивая и поджигая их на улицах городов при бездействии, при попустительстве полиции. Япония совершенно не присоединилась к этому конфликту по уйгурскому вопросу. Это очень знаменательно для Китая.
Япония боится, это показатель того, что Япония боится конфликтовать с Китаем. Это на самом деле очень крупный торговый партнер, об этом я скажу еще пару слов. И она не присоединилась к уйгурскому вопросу. И если она не присоединилась к уйгурскому вопросу, то Япония тогда и не присоединится и по тайваньскому вопросу. Это очень важный показатель, и это показатель для китайских властей в том числе. При этом, как и всегда в китайцев, и убивается одним выстрелом два зайца. Речь идет о том, что не только заставили, к ногтю прижали Nike и Adidas, но и о том, что собственные производители получили очень большой всплеск продаж. Bloomberg говорит о том, что у Ente Sports, который, кстати, в Фудзиане базируется и находится в той провинции, которую Си Цзиньпин очень долго правил. Сам у них был в офисе, такое огромное здание в Фудзианских горах. А их продажи выросли на 59%. Китайский спортивный бренд Li-Ning 92%, а есть даже какой-то вот у Li-Ning, значит, лакшери бренд, значит, China Li-Ning, да, их продажи вообще выросли на 800%. То есть китайцы считают, что их лакшери продукция это более круто, это более стильно, чем Nike и Adidas. Это даже не экономический факт торговой войны, хлопковой войны, а это факт о том, что китайское население настолько гордо за свою страну и поддержит свою страну в борьбе за Тайвань, что оно готово считать свою, значит, продукцию брендовую лучше, чем брендовую продукцию западных каких-то производителей. Это коренной поворот в китайском сознании, это очень большой факт о том, что китайцы больше не признают за Западом цивилизационное лидерство. И Запад им больше не интересен. И любая попытка Запада прижать к ногтю Китай будет заканчиваться плачевно для Запада. И вопрос, можем ли мы в России использовать этот опыт. Ну, наверное, нужно для начала создать собственные бренды. И потом уже, может быть, использовать китайскую практику по попытке воздействовать через наш, пусть и небольшой рынок, в 10 раз меньше, чем китайский, на западные бренды. Не обязательно легкая, не обязательно одежда, текстиль, обувь, но и, например, алкогольной, табачной и другой продукции. Так, чтобы у западных производителей не возникало, западных политиков не возникало соблазна оказывать давление на Российскую Федерацию. Что касается Японии, бренда Uniqlo, почему японцы так, значит, трепетно отнеслись к уйгурскому вопросу и как будто бы не отреагировали даже на него. Дело в том, что Япония является вторым по размерам внешнеторговым партнером Китая. Товарооборот больше 320 миллиардов долларов. Вообще китайская статистика по товарообороту, она очень лукавая. Я вот в своем ролике упоминал о том, что АСЕАН и Евросоюз, крупнейшие торговые партнеры, Соединенные Штаты, все это замутнение воды китайской же статистикой с целью скрыть реальный список, вот реальную картину внешних партнеров, торговых партнеров Китая. А реальная картина такова, что на первом месте находятся Соединенные Штаты, а вовсе там не Евросоюз или страны, объединение. Вообще странно считать торговую статистику по совокупности государств. Нужно было тогда не с Россией торговлю считать, наверное, а, например, с СНГ. Никто так не делает. Но вот китайская статистика, она любит вот такими манипулировать вещами, чтобы отодвинуть Соединенные Штаты с первого места. Реально на первом месте находятся Соединенные Штаты и очень давно, порядка 20 лет. Второе место занимает Япония, союзник Соединенных Штатов. Третье место занимает Корея с товарооборотом порядка 250-300 миллиардов долларов. Четвертое место занимает, соответственно, Германия. Между собой делит Австралия и Германия с показателями 150, 180, 200 миллиардов долларов. Пятое место занимает Вьетнам. И потом уже все остальные страны. То есть реальная торговая статистика китайская, она показывает, что Китай, большая часть его торговли, это порядка 1 триллиона долларов, она зависима от союзников США. Конечно, эту ситуацию надо исправлять, над чем китайское руководство во главе с Си Цзиньпином очень активно трудится. Другой важной новостью, уже, возможно, внутри китайской, она является то, что Китай, возможно, заставит административным методом крупных китайских цифровых частных корпораций, это одна из таких вот новостей по давлению на эти корпорации единым фронтом, отказаться от своих платежных инструментов.
о чем идет реально речь в пользу цифрового юаня. О чем, собственно говоря, когда цифровой юань появился, я в первую очередь об этом сказал в телеграм-канале, что ничего в этом нового нет. Уже в Китае были частные игроки, частные потоки денег, которые по каким-то странным обстоятельствам социалистической экономики государственной сосредоточили в себе монополию де-факто в целых регионах страны на транзакции. Так вот, крупнейшие инструменты оплаты — это, во-первых, WeChat Pay. WeChat Pay им пользуется вся провинция Гуандун, половина Китая, половина Южного Китая. И вторая — это Jifubao, инструмент платежный Алибабы. То есть в первую очередь на горло песни наступят в первую очередь на Alibaba и на WeChat. Эти компании. А в отношении Tencent также открыто расследование антимонопольное. Речь идет о 1,5 миллиардах долларов. И заместитель SEO Tencent, он также является фигурантом уголовного дела. Вот на WeChat тоже оказывается давление, с одной стороны, уголовное, административное. И вот сейчас Центральный банк Китая заставляет цифровые гиганты переходить на цифровой юань и забыть о своих цифровых монополиях в своих регионах, забыть о своих Jifubao и забыть о своих WeChat Pay. То есть это огромный транзакционный поток, который абсолютно никак не регулировался государством. Теперь он берется под контроль государств. Ну и параллельно с этим появляется новость о том, что JD.com, это конкурент Alibaba, которого очень так старательно взращивали китайские власти в противовес Alibaba, вот он заставил своих сотрудников получать деньги в цифровых юанях. Ну вот мы очевидно видим, что какая компания проявляет свою лояльность. В первую очередь JD.com стремится показать лояльность финансовым регуляторам Китая, а вот другие компании, они подвергаются определенному прессингу. Параллельно с этим в Китае прошел форум Боао, это китайский Давос. Спустя, запомните, как говорят, этот ролик, спустя, я думаю, 10-15 лет реальный Давос будет на острове Хайнань в городе Боао, курорт. Руководителем Боаовского форума является очень-очень интересный человек, бессменный руководитель Народного банка Китая, Центробанка китайского Чжоу Сяочхуань. Руководил он китайским Центробанком при 3 генеральных секретарях. По-моему, 15 лет. Вот сейчас он занимается тем, что руководит китайским Давосом. Но на Давосе китайском выступил новое такое интересное лицо. Бывший глава Федерации китайских диаспор за рубежом Хуа Тяо. Человек, который долго учился в Соединенных Штатах, выходец из Чунци, наверное, сам является неким субэтносом, скорее всего, Хакка. Новый заместитель главы Народного банка Китая Либо. И Либо на этом Боаовском форуме заявил о том, что Китай, во-первых, очень интересуется криптовалютами как инвестиционным инструментом, то есть Китай будет активно взаимодействовать, устраивать диалог с криптовалютами, а не просто их душить. Да, то, что вот в прошлом руководители центробанков заявляли о том, что не рекомендуют использовать криптовалюты, а также Либо заявил о том, что будет продвигаться очень активно повестка цифрового юаня за рубежом. Это очень отдельная большая тема, и мы понимаем, что если замглавы Народного банка Китая также был человеком, который координировал действия всей китайской диаспоры за рубежом, а мы понимаем, что китайские диаспоры — это, по сути дела, экономики Юго-Восточной Азии, то есть и Малайзии, и Индонезии, и Вьетнаме, и Таиланде. Китайская диаспора — это и есть суть, по сути дела, финансовый промышленный сектор, именно Хака и влияет на эту тему, то речь идет о подключении этих экономик к использованию цифрового юаня, пока не гласно. Потом в какой-то момент, 5-10 лет, мы увидим, что цифровой юань, он сопоставим по объему кредитования и по объемам торговли с долларом. Но это будет абсолютно неожиданно, это будет предъявлено де-факто. Инструментов изучения такой политики, как финансово-кредитной Народного банка Китая, на Западе не существует. Отдельные только группы исследователей, например, публикуют данные о количестве долга развивающихся стран перед Китаем. Китай заставляет при выдаче кредитов отказаться от публичности этой информации, заставляет кредитуемую страну
отказаться от возможности рефинансирования через международные западные инструменты. То есть Китай уже вырастил вот эту систему кредита закрытую, которая никому не известна. А сейчас под руководством Хакка Либо, как я предполагаю, будет происходить глобальное продвижение цифрового юаня на, в первую очередь, китайских диаспор Хуатсяо, которые контролируют экономику Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и Тихоокеанского побережья Канады и Соединенных Штатов. Вот через эти инструменты будет внедряться цифровой юань, и через 5-10 лет мы узнаем неожиданно, что часть стран просто отказываются от доллара в торговле, и никакой замены, никакого отключения свифта им не страшно, потому что цифровой юань уже используется. Также цифровой юань может через него осуществляться кредитная поддержка этих же экономик, причем США, в отличие от других стран, никогда не смогут заставить Центральный банк Китая какой-то призвать его к прозрачности. Это просто невозможно. То есть Китай начинает теневое глобальное наступление на мировую финансовую систему, и об этом сказал Либо на саммите, на форуме Боао, китайском Даосе. Никто на Западе, повторюсь, не имеет инструментов изучения объемов такого проникновения, за исключением каких-то маргинальных групп. И это, конечно, большая опасность, в том числе для Соединенных Штатов, что сама политика и практика китайского распространения влияния, она подразумевает максимальную закрытость от чужих глаз, нетранспарентность, к которой привыкли уже на Западе. И такая китайская нетранспарентность, закрытость, она является вот такой реальной угрозой для американского глобального порядка. Другой важной новостью, которая была опубликована в апреле, это исследование Американской ассоциации по производителю полупроводников, которая отметила, что Китай впервые занял первое место по количеству потребления, то есть закупки оборудования по производству микрочипов. Как мы уже часто об этом говорили, это ключевая проблема. В случае тайваньской операции большая часть микрочипов происходит там, также еще в Японии и Корее, союзниках США. В случае тайваньской операции Китай будет отключен с этой иглы снят. И вот Китай к этому активно готовится. Да? В принципе, значит, объем закупки такого оборудования увеличился на 39%, то есть почти, так, если совсем грубо округлить, наполовину в течение года. И, по сути дела, по большому счету, Китай сможет такие темпы сохранить, может быть, даже нарастить такие темпы. И видно, что действия властей китайцев настроены очень решительно в этом вопросе. Никакого диалога или компромисса с Западом не предполагается. Китай поставил цель создания собственной полупроводниковой промышленности, а это еще один аргумент в пользу отказа от сотрудничества с Соединенными Штатами и возможного вторжения на Тайвань. То есть это вот реально то, что происходит. Другой момент, который у нас часто в СМИ обсуждают, это то, что, дескать, Китай, очередная ковидная статистика, это уже, мне кажется, должно войти, как раньше была маленькая ложь, большая ложь, статистика, китайская статистика, вот сейчас должна появиться пятая ложь, это ковидная статистика, постковидная статистика. Многие наши СМИ, в том числе, воспользуясь информацией китайских порталов, посвященных туристической отрасли, и заявили, что по сравнению с 2019 годом рост китайских внутренних туристов увеличился аж на 18%. Колоссальная величина. Даже не по сравнению с 2020 годом, когда ни о каких туристах речи не шло, а вот именно с 2019 на 18%. И, конечно, это повод для большой радости. Наверное, китайская экономика действительно восстановилась. Действительно растут прибыли предприятий, и вот китайские туристы это показатель. Но давайте объективно изучим картину с туризмом. Объем трат китайских внутренних туристов составил всего лишь 17,5 миллиардов долларов США в объеме всего Китая. При этом выездного туризма в Китае практически нет. А объем выездного туризма в Китае упал по сравнению с 2019 годом на 87%. То есть сейчас де-факто для Китая открыт Гонконг, и, возможно, 13% этого пункта – это именно те, кто съездили в Гонконг.
Китаю частично открыт Сингапур, ну и, возможно, какие-то небольшие, соответственно, передвижения по другому периметру границ. Но если мы сравниваем, что Китай получил сейчас 17 миллиардов долларов от внутреннего туризма, то сколько Китай недополучил от закрытия внешнего туризма? А от закрытия внешнего туризма Китай недополучил порядка свыше 200 миллиардов долларов. То есть, с одной стороны, у нас чаша весов 17 миллиардов долларов, рост от внутреннего туризма, и 200 миллиардов долларов, то, что вот эти 87% Китай недополучил от выездного туризма. Вопрос. Внимание, знатоки, вопрос. А куда же делись остальные 180 миллиардов долларов от того туризма, который можно было бы совершить внутри границ, но просто люди не поехали, они просто не потрачены. То есть падение реально туристического объема трат на туризм составило 180 миллиардов долларов по отношению к 2019 году. И вот эту вот ковидную статистику, постковидную статистику я особенно люблю, когда нам говорят о том, что показатели какие-то выросли, но абсолютно соответственно, не изучают то, что не потрачено. Не потрачено 180 миллиардов долларов, и у населения просто нет этих денег, они не тратят эти деньги на внутренний туризм. Даже если бы хотели, но они не тратят эти деньги. Другой очень важный показатель того, что объем финансирования сокращается, накачка фондовых рынков приостанавливается, и, возможно, будет скоро очень большая коррекция фондовых рынков и китайских, в том числе одновременно. Это то, что темпы роста продаж тяжелых грузовиков в Китае тоже очень резко замедлились в апреле. Ну, если мы смотрим, соответственно, продажи грузовиков, то рост совершился всего лишь на 5% по сравнению с апрелем прошлого года. То есть, когда не было никаких ковидных еще субсидий, они только-только обсуждались в парламенте, на уровне Госсовета, еще парламента не было сессии, когда еще субсидии только обсуждались, так вот, рост по сравнению с апрелем ковидным всего лишь 5%. Хотя рост по сравнению предыдущего периода 92%. То есть компании, инфраструктурные проекты, девелоперы перестали мощную закупку, перестали осуществлять масштабную закупку строительной техники. И грузовые автомобили, раньше их покупали на 92% больше, то есть в 2 раза больше, сейчас 5%. То есть вернулся к ковидному показателю. Стройка встала. Стройка встала, девелоперские проекты становятся, они не получают развития. Кроме этих показателей существует масса других. Говорят о том, что темпы вливаний, темпы вот этой всей байденомики, вот этой монетарной ликвидной шизофрении, они сбавились в разы, в десятки раз. И скоро будет коррекция. Это очередной такой показатель. Ну, такой вот у нас, поскольку экономический блок новостей, конечно, для российских стартапов очень интересным и показательным был, значит, провал просто с треском, шумом проекта Dodo Pizza. В Китае, значит, инвесторы вбухали туда $2,5 миллиона, совершенно не провели маркетинговое исследование, доверились вот этим проходимцам, которые их уверили в том, что они обладают какой-то компетенцией при анализе китайского рынка, вошли в Китай, в 2 раза ошиблись. То есть первый раз это входить собственным продуктом кулинарии в Китае. Китай — это страна 10 тысяч или 10 миллионов ресторанов. Практически невозможно конкурировать за потребителя, значит, с каким-то нераскрученным брендом изначально, да, то есть невозможно просто в принципе, да. И второй момент, вошли в страну, где существует своя развитая система, гораздо более развитая, чем в России, на Западе система доставки. То есть Китай — это не только страна ресторанов, но это страна доставки. Оба этих конкурентных недостатка, эти проблемы не были отмечены, значит, для инвестора со стороны, значит, вот этих вот горе-экспертов, проходимцев, которые постоянно рекламировали свои успехи в рамках Dodo Pizza. И по итогу проект провалился. И очень было забавно, конечно, слушать эту реплику основателя проекта о том, что все развивалось хорошо, все было замечательно, мы действительно достигли больших успехов.
ну, мы потеряли 2,5 миллиона долларов, и самое главное, внимание, даже не смогли продать эту сеть никому в Китае. То есть просто в помойку выброшено 2,5 миллиона долларов чьих-то денег. Будьте аккуратны в выборе эксперта, который вам советует, как входить на китайский рынок. Мне кажется, что честность далеко не самый последний показатель того, что вам человек говорит, что в Китае можно все, рынок большой, продажи растут, но абсолютно не учитывает, что далеко не все в Китае можно продать. Китай – это не только страна больших объемов рынка, но и большой конкуренции. Но, к сожалению, эти эксперты доморощенные так и не смогли объяснить это инвестору. Инвестор потерял 2,5 миллиона долларов и пошел всем рассказывать, что Китай – это сложный рынок. Нет, Китай – это обычный нормальный рынок, просто нужно думать головой, когда вкладываешь деньги и опираться в первую очередь на добросовестных, честных посредников, а не людей, которые говорят, что они могут все, и в Китае можно все, и только вложить деньги. К сожалению, большинство посредников, они именно такие. Вложить деньги давай попробуем, но почему-то вот даже во время пандемии это решение не было принято о продаже этой сети. Видимо, эксперты по китайскому рынку рассказывали, что будет восстановлен спрос, надо вкладывать еще денег, и человек, который инвестировал в эти проекты, он не отказался от своей идеи, и даже в период пандемии, когда хорошо было бы просто покончить с этим бизнесом, сохранить какие-нибудь лишние $1 миллион, тоже неплохо, не отказался из-за советов этих экспертов, которые заставили человека увериться в том, что будет V-образное восстановление, и китайский рынок пойдет вверх. Ну, надо поздравить этих экспертов, они заработали деньги, и пособолезновать этому инвестору, который вложил в ресторанный бизнес, в бизнес с доставкой в Китае. Ну, наверное, стоит закончить на какой-то культурной, гуманитарной ноте, такой длинный обзор, потому что событий было действительно много, и все здесь я тоже не смогу рассказать. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там гораздо больше информации. Ну вот последняя новость, то, что китаянка Хлоя Джао получила Оскар за свою работу «Страна кочевников». Ну, во-первых, обращает внимание на то, что Китай запретил рекламировать эту новость, вообще обсуждать эту новость, хотя вроде бы предмет национальной гордости для Китая. Китаянка выиграла Оскар. Почему? Потому что китаянка, хоть она и дочь большого девелопера пекинского, то есть человека, связанного с китайской властью, но она гражданка Соединенных Штатов, придерживается оппозиционных взглядов. И вообще все это, например, показывает очень интересную картину, которую Голливуд продвигает для китайской такого бомонда, который находится в Китае и связан с Соединенными Штатами, или про американского китайской диаспоры, которая находится внутри. Фильм абсолютно, на мой вкус, скучный, абсолютно по-китайски монотонный. Когда я его смотрел, просто он мне выдался в поиске, в выдаче фильмов, и я решил посмотреть. Потом, когда я понял, что это китайский режиссер, и у меня все сошлось, монотонный китайский фильм, удручающая картина а-ля литературные произведения начала 20 века, типа Рикши, который убивает своей просто пессимизмом. Вот китайский пессимистический фильм, и самое главное, выдан не просто оппозиционер, а оппозиционер, который снял фильм про white trash, это белый мусор. Ни одного азиата или негра, черного афроамериканца в фильме нет. Это фильм про умирание американской коренной нации, абсолютно пессимистичный, демотивирующий фильм. И это сигнал от американской элиты Демократической партии США в сторону китайцев, азиатов. Делайте фильмы про уничтожение белой нации, про упадок США, коренного населения, и делайте даже самый скучный, унылый, низкобюджетный фильм, говорите оппозиционные вещи, вы получите Оскар. Будь вы хоть Хлоя Джао, будь вы хоть кто-либо еще. Ну, на этой интересной ноте, недалеко не самой оптимистичной, наверное, закончим этот обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте ролик в соцсетях, в Фейсбуке, в ВКонтакте и так далее. Пишите свои комментарии, какие новости вы хотели бы, чтобы я еще осветил. Может, у вас появились вопросы какие-то. И кто еще не посмотрел мое интервью с Михаилом Делягиным на канале Метаметрика,
Переходите по ссылке ниже, подписывайтесь на Метаметрику. Очень интересное вышло интервью по очень большому спектру вопросов. Спасибо большое. Вопрос за 300 для знатоков. Связь между Крымским мостом и Тайваньским туннелем. Несколько лет работы в госорганах мне дал полное отчетливое понимание, что люди вообще не осознают, что такое Китай. Очень интересно про китайских политиков. Я прочитал полный сборник речей товарища Си Цзиньпинь. Вывезут лес. Вывезу, обязательно вывезу лес. Китай задолжал самому себе, и Михаил Геннадьевич сейчас подробно расскажет, чем отличается американское печатание долларов от китайского печатания долларов. Просто забрать почки, забрать печень, селедочку. Лапы обязательно. Чувствую себя медвежонком. Глубоко, Михаил Геннадьевич. Чтобы наши зрители правильно понимали, комсомольцы в китайском смысле слова — это либералы. Это западники либералы, это Чубайс. Это Чубайс и Березовский. Да. А цветная революция невозможна без поддержки сверху. Да? Все-таки это китайцы. Да. И вы никогда не будете китайцем. Вы можете постараться быть китайцем. С теми скоростями, которые Китай этого хочет, нам это будет тяжело сделать. Вообще китайцы очень любят копать. Михаил Геннадьевич не даст соврать. Это нарушение мироздания, потому что все в руке Аллаха.